Весы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. С вами сегодня смотрим Таро-прогноз на октябрь 2024 года. Оцениваем, что вас ожидает, каковым для вас будет месяц и в целом, какие события приятно уделят. Подумайте о том, что для вас является важным, какие у вас приоритеты идут на этот период, а мы с вами посмотрим, оценим, что может принести октябрь месяц. Итак, основные энергии. Работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Основные энергии. На повестке дня аркан Император. Карта контроля, комфорта, стабильности. Для кого-то существенное влияние на многие сферы вашей жизни значимого для вас человека. Для кого-то это может быть отец, у кого-то супруг, у некоторых брат, для некоторых руководитель. Отыграться может по-разному, но в любом случае это тот человек, который внесет существенную лепту в изменение ваших планов. Раскрывая колоду, здесь ложится шестерка жезлов. Итак, отозваться может в таковом ключе. Человек, который вас застимулирует или приведет к победе, к успеху, поможет преодолеть какие-то для вас трудности. Для некоторых может быть знакомство в поездке или через интернет со значимым для вас человеком, мужчиной. Это не обязательно может быть формат личных отношений. Это могут быть также новые деловые связи, дружеские или социальные. Далее, император, шестерка жезлов. Это для кого-то желание становления себя в статусе супруга или отца. То есть брать на себя новые функции. Соответственно, по этим картам вы можете делать предложение руки и сердца. Это касается мужчин. Ну а для девушек, да, в отношении вас может идти такое предложение. И вы для себя будете взвешивать все за и против. Стоит ли идти на контакт, на компромисс и создавать с кем-то союз или нет. Оцениваем с вами вопросы работы. Здесь восьмерка чаш. Восьмерка чаш в некоторых ситуациях это может быть ситуация усталости, эмоционального застоя или выгорания, когда опускаются руки. В некоторых случаях, безусловно, может являться арканом ухода с текущего места работы, а у некоторых просто ситуация отсутствия на работе по причине или отпуска, или больничного листа. Давайте с вами раскрывать и смотреть, как этот аркан прозвучит для вас. Для тех, кто на данном этапе свободен, здесь ложится аркан Отшельник. Это быть в поисках себя, своего пути, своей стези, то есть при помощи чего работать или зарабатывать. Опять же, здесь у вас может идти поддержка со стороны мужчины в плане финансов, но пока я не вижу, чтобы вы получали дополнительный источник дохода. Все, что может идти по этим арканам, это пенсия или какое-то дополнительное субсидирование от государства. Если вы являетесь соискателем, восьмерка чаш и аркан умеренность. Могу сказать, как было, так и есть. Да, с одной стороны, это вызывает у вас отчаяние, потому что не можете найти ту работу, которая вам нужна. Но, с другой стороны, восьмерка чаш и умеренность – это кризис как фаза роста, толкает вас на изменения и на мысли, а может что-то попробовать для себя или самому, открыть какое-то дело или заниматься чем-то. То есть попробовать быть самому себе хозяином. Если вы наемный сотрудник, восьмерка чаш и рыцарь мечей. Это может быть конфликтная ситуация, накал страстей, напор, будь то с коллегами или вашим работодателем. В некоторых случаях конфликтные ситуации могут привести к вашему уходу. Не по принципу, что вас попросили, а это ваше осознанное желание, ваш выбор и готовность менять свою жизнь к лучшему. Если вы владеете собственным делом, восьмерка чаш и аркан суд. Это как ситуация реконструкции, реорганизации, ребрендинга вашего предприятия. То есть желание изменить все, начиная от вашего состава данной организации, сделать зачистку кадров, до полного ребрендинга, новой подачи товаров или услуг. То есть, знаете, как зазвучать по-новому в таком ключе. Финансовая сторона вопроса. Здесь ложится семерка мечей. Будьте бдительны, объясню почему. С одной стороны, в некоторых случаях эта карта может указывать на легкие деньги или нелегальные деньги. По принципу вы подняли там на ставках, может быть, выиграли выигрыш. Но основной посыл, есть риск, что кто-то вас может обмануть на эти финансы. Тем более, дотягивая аркан, здесь ложится король монет. Поэтому не вкладывайте в сомнительные организации, в какие-либо для вас неизвестные проекты, не давайте в долг, не давайте взаймы. Но еще такой нюанс. Семерка мечей и король монет – это, знаете, как берут то, что плохо лежит. Поэтому кто-то из вашего круга знакомых или, может быть, даже, не дай бог, близких людей, может позариться
на какие-то ваши заработки или отложенные деньги. Так, состояние здоровья, тройка монет. Слава богу, стабильная, потому что карта указывает, во-первых, на своевременное обращение к врачу, если есть какие-то проблемы, хронические заболевания под контролем, плюс по тройке монет вы активно работаете над тем, чтобы ваше состояние здоровья было прекрасным. То есть делайте от вас все зависящее, все возможное. Оцениваем личную жизнь, и здесь колесо фортуны. Кардинальные перемены. Для кого-то в плюс, для кого-то в минус. Каким образом будет раскрываться для вас, сейчас посмотрим. Для тех, кто у нас свободен, здесь туз монет. Шанс, который идет свыше, который бывает нечасто. То есть это судьбоносное знакомство, которое может все перевернуть в вашей жизни в положительном ключе, отношения которых вы давно ждали. В первую очередь, если смотреть, отношения, которые выводят вас на более высокий социальный уровень. И я не только про материальное, я в том числе про духовное. Потому что здесь это планка выше, это партнер или партнерша, которые не только соответствуют вашим требованиям и запросам, но и дают вам значительно больше. Для тех же, кто в любовных треугольниках. Колесо фортуны и девятка мечей – это боязнь ситуации поворота колеса фортуны вспять. Когда все может вернуться на круги своя, и партнер или партнерша могут быть не заинтересованы в отношениях с вами или могут каким-то образом к вам охладеть. Раскрывая колоду, здесь ложится четверка чаш. Кстати, у вас может быть внутреннее ощущение, что вы уже пресыщаетесь данным союзом, и у вас нет желания его продолжать. Может быть, внутренняя потребность свести его на нет. Для тех, кто в стабильных союзах. Здесь десятка мечей. У кого-то судьбоносный поворот, а именно, понятно, что не для всех. Вот услышьте. Колесо фортуны, десятка мечей. Для единичного процента тех, кто мне смотрит, это вопросы разрыва по вашей инициативе, потому что здесь желание поставить жирную точку и разорвать этот кармический союз. Для остальных колесо фортуны и паж мечей. Это ситуация проверки, анализа, аналитики. Чего конкретно? По колесу фортуны может быть ситуации значимых для вас вопросов. Не утаивает ли человек от вас какую-то информацию? Я сейчас не о загулах, не о изменах. Это могут быть просто какие-то вопросы, которые для вас важны или глобальные. Ну, например, там, общается человек с бывшей семьей или не общается. Если вы там категорически против, вы не хотите, чтобы эта ситуация имела место быть. Нет ли там обмана в деньгах? Нет ли сокрытия доходов? Потому что колесо фортуны за это может отвечать. То есть тут ряд ситуаций, которые вы захотите, допустим, проверить, обозначить и посмотреть, как ведет себя ваш партнер или партнерша. Совет от карт. Десятка жезлов. Непростой или сложный месяц, потому что, знаете, как наваливается все и вся, очень много задач, но, знаете, как каждому из нас дают по силам, соответственно, и вы осилите. Месяц знаковый, месяц значимый, потому что в первую очередь это череда ваших дней рождений, но вместе с тем череда знаковых для вас перемен. Поэтому все, что происходит, знаете, как себе фиксируете, берете на вооружение и меняете свою жизнь в лучшую сторону. Будем с вами смотреть неожиданность периода. Что здесь? Что здесь? Так, путь, женщина, плетки, медведь. Итак, путь, женщина, плетки. Это может быть в прямом смысле слова дорога, переезд, ну как, из-за женщины. То есть может быть мать, подруга, для мужчин любимая женщина, потому что карта плетки – это как разрешить какие-то споры, проблемные ситуации или конфликты, или может элементарно кого-то успокоить, потому что женщина плетки, ну, женщина, которая подвергается там истерике, каким-то эмоциональным переживаниям, и ваша задача, знаете, как ее стабилизировать, успокоить. Еще для девушек и женщин это важный для вас месяц, потому что путь женщина – это выбор своего жизненного пути. По плеткам через стресс, через какие-то для вас, не могу сказать, что стенания, но то есть через какой-то трудный выбор и трудные решения, но вместе с тем на колоду у вас аркан медведь. У вас будет точка опоры и точка поддержки, и более того, эти перемены хоть и болезненные, но для вас будут необходимы, потому что таковым образом вы сможете избавиться от того, что вас гнетет. Вот такой у вас месяц, насыщенный. Я закрываю вам все только в положительном ключе. Вы, пожалуйста, по прошествии периода напишите, дайте знать, как по факту отозвалась, отыгралась для вас информация, какие перемены произошли. Буду вам признательна за энергообмен. С вами не прощаюсь. Услышимся на следующей неделе.